Долгожданная для многих экранизация истории одной очень необычной и с виду простой девушки по имени Анна. Для тех, кто не в курсе, это русская мошенница. Она переехала в Нью-Йорк и создала вымышленную личность Анны Делви, притворяясь богатой наследницей из Германии. В 2019 году она была осуждена по многочисленным обвинениям в покушении на крупную кражу, за мошенничество в нью-йоркских отелях и богатых знакомых. Еще в период всех этих разборок Netflix заявили, что возьмутся за экранизацию этой истории. Ну и шо, как получился новый так называемый history porn? Как всегда, очень быстро и без спойлеров, а с вас лайк, если понравится. Давайте по порядку. Анна Делви прославилась тем, что искусно прикидывалась состоятельной немкой из Бруклина. Ее описывают как роскошную женщину, которая хотела пробиться на самый верх. Она нашла инвестора, который помог бы ей открыть собственную галерею, но вскоре у нее начались проблемы. Выяснилось, что Делви должна крупные суммы разным кредиторам. После того, как начались расследования, появилась информация, что Делви на самом деле зовут Анна Сорокина, и она дочь русских эмигрантов. В этом сериале нет одного главного персонажа. Точнее, по факту главная Анна, так как все крутится вокруг нее, но о ней самой и обо всей этой истории мы узнаем от лица журналистки, поэтапно расследуя вместе с ней все это, общаясь в каждой серии с разными персонажами, получая все больше и больше подробностей. Причем от лица разных людей, как от тех, кто непосредственно тесно общался с Делфи, до просто юристов и случайных людей, кого затронуло все это. Самое главное в этом сериале, я бы даже сказал, является его фишкой то, что мы наблюдаем за историей в основном от лица журналистки, которая расследует всю эту историю. И от лица других персонажей, это не в привычном понимании история с раннего детства до наших времен, а мы тупо следим за расследованием. Поэтому мы, как и журналистка, не знаем, где правда, а где ложь. Ну, если вы не гуглили подробности до просмотра. Сериал начинается как раз именно с того момента, когда весь мир узнал об этой Анне. Ну а потом, по ходу дела, мы узнаем, как она докатилась до суда и почему. И каждая новая серия это как сериалы 90-х и нулевых. Каждый раз там новая история, новые персонажи. В какой-то момент даже захотелось качество похуже поставить, чтобы все воспринималось как сериал по телевизору. Спокойная, но в то же время разнообразная картинка. Это насыщенные часовые серии с кучей монтажа, вставок панорам города и кучей бытовых сцен. Вот какой-то дух старых сериалов присутствует. Дорого, мало компьютера, много костюмов, декораций, локаций, персонажей. Хороший юмор, есть интрига, ну для тех, кто не в курсе всех прям деталей этой истории. Есть драма и очень хорошая актерская игра. Если вкратце, то хороший качественный сериал, но в то же время ничего необычного. Понравился плейлист сериала. Большое количество бодрых, а главное басистых треков, которые разгоняют твой пульс и как бы держат в тонусе. Все душевные моменты сопровождаются музыкальными композициями, что позволяет больше почувствовать эту сцену эмоционально, будь то драматический момент или какая-то шутка. Ну и конечно, когда яркие эпичные моменты начинает играть громкий, мощный и современный трек. Не могу сказать, что это лучший сериал года, всем срочно к просмотру. Нет, это нормальный, качественный, плотный, трушный сериал на 9 околочасовых серий. Самым любимым моментом для меня после просмотра такого рода сериала или фильма, который основан на реальных событиях, это погуглить, как это все было. Почитать Википедию, сравнить фото актеров и реальных людей, и вот это вот все. Ну, как-то так. Ну а шо?